Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. В моей почте очень много сейчас различных вопросов по теме кремний. Кто-то спрашивает, зачем кремний растению, почему именно сейчас нужно обрабатывать такую подкормочку для молодого сада или для взрослых деревьев провести. И где найти вот эти препараты, как это определить. Я сегодня отвечу на все эти ваши вопросы в нашем видео, в этом молодом нашем саду, который я собираюсь обрабатывать именно вот этим прекрасным. Я уже купила новый, вот этим прекрасным препаратом. Это органический препарат кремний и калий. Давайте рассмотрим более подробно все ваши вопросы и на них ответы. Вопрос первый. Зачем растениям нужен кремний? Неужели недостаточно внести в почву азот, фосфор и калий? Отвечаю. Питание растений – это сложный процесс, который зависит от множества факторов. И особенно важно обеспечить растения всеми нужными элементами питания в критические периоды. А это время усиленного роста растений в начале сезона, период закладки и формирования урожая, а потом созревания урожая, а также подготовки всех садовых растений к зимовке. Это тоже очень важно. Именно в такие периоды вегетации из почвы корни растений забирают все нужные им микроэлементы. И это не только азот, фосфор, калий, к которым мы привыкли. Очень важно, чтобы был и кремний. Кремний – это элемент, отвечающий за иммунную систему растений и плодородие почвы. И вот эта функция иммунной системы кремния заложена, оказывается, на генетическом уровне. Ученые, агрономы различных стран мира на практике уже доказали, что основная функция кремния в растении – это формирование и поддержка природной защиты растения от внешних неблагоприятных факторов. А эти неблагоприятные факторы в последние годы буквально засыпают растения различными испытаниями. Чего только стоят вот эти климатические качели с резкими перепадами температур в последние годы. Они шокируют не только человека, но очень шокируют и растительный весь мир. Я использую жидкое органическое микроудобрение кремний плюс калий, предназначенное для внекорневой подкормки по листьям. В Украине, в России есть десяток предложений с этим элементом в сочетании с калием и с другими элементами питания. Просто, когда вы меня спрашиваете, где найти кремний, не ищите чисто кремний. Просто в поисковую систему Гугла запишите кремниевые удобрения, купить, допустим, в Украине, или купить в России, или в другой стране. Кремниевые удобрения. И вы получите полную информацию с названиями удобрений и их особенностями применения. Это ответ еще на один вопрос. Где взять чистый кремний? Кремний. Чаще всего кремний в подкормках продается в сочетании. Итак, плавно перехожу к следующему вопросу. Почему используются производителями подкормки в сочетании кремния и калия? Это в основном есть и другие. Но почему так происходит, я думаю, что практики уже основательно изучили эти все сочетания, поэтому они нам предлагают чаще всего кремний и калий. Почему? Кремний поддерживает водный баланс растений, повышает эффективность фотосинтеза, снижает интенсивность испарения влаги с листовой поверхности. Самое оптимальное питание растения кремнием способствует более экономному потреблению растением воды для синтеза органических веществ. Это кремний. Теперь смотрите, калий связан с аминокислотами и белковым обменом, влияет на образование углеродов при фотосинтезе, усиливает транспортировку ассимилянтов, ускоряет образование сахаров и их перемещение по тканям, усиливает стойкость к засухе, морозу, к болезням.
Вот этом сочетании кремний и калий обеспечивает все клеточки растений легко доступным калием, что положительно влияет на калийный баланс растения. Получается, что кремний и калий – это прекрасный питательный дуэт для эффективной работы каждой клеточки растения. Видимо, поэтому вот это сочетание и используют те производители, которые готовят вот такие подкормки удобрения. Еще один вопрос. Почему вы все время говорите о том, что проводите эти опрыскивания, подкормки по листьям сада весной и осенью? Да, действительно, я провожу такие подкормки и весной, и осенью перед листопадом. Почему? В последние годы весной зачастую наблюдаются снова же эти климатические качели, от которых мы уже немножко устали, да и растения тоже. Что происходит? Теплые периоды чередуются с холодными периодами с существенным снижением температуры ночи. Вот у нас весной такое зачастило в последнее время. Заморозки наблюдаем до -5, -7, после дневных плюс 24-25. И вот эти -5, -7 наблюдаются несколько ночей подряд. Далее, лето жаркое. Кроме почвенной засухи в 2020 году наблюдалась и воздушная засуха. И она, кстати, сейчас продолжается, воздушная атмосферная засуха. Дефицит влаги в почве и в воздухе создает критические ситуации для всех растений, но особенно страдают деревья и кустарники. Весенняя обработка помогает выстоять растениям в период вегетации. Кстати, кремний понижает на 3-5 градусов температуру растения в очень сильную жару, что очень ценно при атмосферной засухе. Это очень важно. Вот осенняя подкормка по листьям помогает садовым растениям основательно подготовиться к очередной критической зимовке. Именно такой она и будет. Кремний и калий содействует вызреванию древесины у растений сада. Смещение времен года обманывает растения, и осенью они принимают вот резкое это чередование температур за начало теплого периода, и они продолжают формировать зеленую массу. Кремний и калий же направляют все силы растения на создание запасов питательных веществ на зиму, на образование древесины, тканей растений, состоящих из клеток с одревесневшими стенками. Зеленые нежные побеги при малейшем заморозке вымерзают, а вот одревесневшие веточки выдерживают понижение температуры. Кремний, попадая в клетку, повышает порог замерзания жидкости, чем помогает растению перенести вот эти низкие температуры, которые наблюдаются у нас во второй половине зимы и весной. Вот это порог замерзания жидкости, воды в клеточке помогает выстоять при вот этих качелях, зимних природных качелях тепла и жары. Я думаю, что я ответила на этот вопрос. Ну и еще один вопрос в сегодняшнем видео такой. Кремний и калий помогают растениям только выстоять морозы и засуху или еще что-то делают хорошее? Естественно, кремний и калий не только помогают растениям выстоять вот эти климатические качели, природные испытания. Что они еще делают? Кремний вместе с калием дают возможность растениям развивать мощную корневую систему и активизируют в зоне корней деятельность почвенных микроорганизмов, а также бактерий, которые продуцируют антибиотические вещества. Также улучшается процесс усвоения растением азота, фосфора, калия и серы, то есть улучшается транспортировка питательных веществ по всем клеткам растения и, естественно, легко усваиваются эти важные элементы питания каждой клеточкой. Кремний также формирует биокремниевые структуры в клетках эпидермиса листьев,
которые уменьшают диаметр устиц, транспирацию, предотвращая непродуктивное испарение воды из растений. Это, другими словами говоря, у нас идет благодаря кремнию экономия воды. Растение экономит в каждой клеточке эту воду, через листья не испаряется большое количество воды. И еще один важный момент. Сформированные биокремниевые структуры в клетках эпидермиса листьев предотвращают проникновение в клетки патогенных спор грибковых заболеваний и повреждение их вредителями. А это очень актуально именно сейчас, когда вместе с воздушными массами, иногда с дождями, переносятся на большие расстояния различные споры грибковых заболеваний, и вот они, попадая вместе с градом на листики, нарушают вот эти листики и проникают внутрь клетки и поражают растения. А вот использование кремния как раз помогает растению противостоять вот этим так называемым врагам растений. На большинство вопросов о кремнии для растений сада я уже ответила. Но тема обширная и важная, и в связи с изменениями климата мы ее будем продолжать в других видео. Кстати, у нас есть видео о том, что мы рассаду подкармливаем, всю рассаду абсолютно овощных растений в начале сезона, когда переношу в теплицу и начинаю ее рассаживать в отдельные горшочки. Вот этот момент во время пикировки, после пикировки на третий день я использую первую подкормку, первый полив именно с кремнием. Причем кремний просто из аптеки с витаминами. И очень хорошо развиваются растения, и они более устойчивы против различных вот этих стрессовых ситуаций, которые у нас возникают и уже стали обычным явлением даже в теплицах. Ну что ж, сегодня Раиса Горяченко, Александр Волик подготовили это видео-ответ на вопросы о важном элементе питания кремний и его сородичи, калии, которые помогают растениям сада выстоять в это сложное время от природных различных испытаний. На этом мы прощаемся с вами. До новых встреч в новых видео.